Привет! Привет, друзья! Представьте себе, живописные холмы покрыты густыми зелеными лесами. Спокойные воды водохранилища отражают голубое небо. Мы находимся в самом центре Теннесси, Defeated Creek Campground. Это место, которое буквально создано для того, чтобы забыть о городской суете и раствориться в природе. Уникальность этого парка в том, что территория здесь это бескрайний газон из клеверов в тени больших деревьев, то есть это не лес. Именно поэтому здесь легко встретить оленей, которые спокойно пасутся у вашего трейлера. Тут еще и скунсов на самом деле легко встретить. Да. Также здесь можно хорошо порыбачить, покататься на байдарке или пойти на хайкинг. Ну и еще здесь мы попали на местный небольшой фестиваль кантри-музыки. Да. Только знаете, что вот работать здесь не получится, потому что, хотя в парке есть все, а нормального интернета здесь нет. Да, и для нас это довольно большой файл. Интересно? Тогда оставайтесь с нами. Находится этот парк в центральной части штата Теннесси, на берегу водохранилища Кордер-Холл, недалеко от живописной сельской местности. Здесь симпатичные холмы, покрытые лесами. Вообще в Теннесси разнообразный ландшафт. Мы вот только что выехали из зоны красивой горной системы Апалачи, оставив позади скалы, реки и водопады. А еще в штате, кстати, богатая музыкальная история. И именно здесь находятся города Нэшвилл и Мемфис, которые считаются центрами кантри и блюза. Поэтому музыкальный сюжет в этом видео тоже будет. Defeated Creek Campground – это федеральный парк и часть рекреационной зоны, которая управляется Корпусом инженеров армии США. Вот поэтому он недорогой и находится в потрясающе красивом месте. Можно сказать, что это настоящий рай для любителей природы и активного отдыха. Здесь есть все, от просторных мест для кемпинга до удобных зон для пикников. Вода, лес, чистый ароматный воздух. Ну, идеальное же место для тех, кто хочет отдохнуть от городской суеты. Кемпинг очень густонаселенный. Здесь 155 кемпсайтов, все с водой и электричеством, некоторые еще и с канализацией, а они стоят дороже. Мы выбирали места подешевле, потому что у нас теперь есть перевозной бак для канализации, как у многих здесь. Мы теперь можем сливать ее, не вывозя трейлер с кемпсайта. Туалетов и душевых много, все чистые, как мы уже привыкли. Питьевые фонтанчики везде не работают, к сожалению, а в жару они очень пригодились бы. Тут даже есть стиральные и сушильные машинки. Нам не актуально, потому что у нас в трейлере есть своя, для тех, кто постоянно живет во рве, это гораздо удобнее. Мы искали здесь прохлады после жары океанского побережья, но она закончилась буквально за несколько дней, и дневные температуры зависли на отметках 33-35 градусов. Одно из главных преимуществ жизни в кемпинге – это разнообразие активностей. Утром можно пойти на рыбалку, озера здесь богаты рыбой, и вообще это отличный способ расслабиться и насладиться природой. Местные ходят ловить рыбу на дамбу, так проще и быстрее. Свой улов можно разделывать прямо на месте или на специальных столах для разделки рыбы, только они почему-то не работали в этот раз. Лицензия стоит $20 на несколько дней, но количество рыбы, которую мы поймали за 2 дня, полностью окупило лицензию. Надо продолжать, чтобы еще и стоимость оборудования когда-нибудь отбить. Здесь, конечно, многие приезжают с моторными лодками, водными мотоциклами, байдарками и прочими плавсредствами. Мы тоже со своей байдаркой. Грести по неподвижной воде озера не так весело, как по течению реки, но все равно интересно. А дети с родителями, конечно, отправляются на пляж. Пляж есть в самом парке, и еще в 10 минутах ходьбы есть бесплатный общественный пляж побольше. На него приезжают и местные жители.
А вообще в кемпинге много детей самого разного возраста. И целыми днями играют на улице или гоняют на великах. Мы не перестаем удивляться, как много в США живой природы близко к человеку. Животные, птицы, куда бы мы ни приезжали, они как-то всегда рядом. И мне кажется, что американцы, они очень заботятся о своей природе, берегут ее, но самое важное для меня, они делают ее доступной для человека. И любой желающий может легко добраться на машине в такие места. Животные действительно не боятся находиться близко от человека. Вот семейка скунсов идет по своим делам. Знающие люди опасаются к ним близко подходить, и в кемпинге люди предупреждают друг друга, если они встретили на пути скунсов. Вот здесь вот гусь в плохом настроении сразу видно. А на белых здесь давно внимания никто не обращает, их так много вокруг. Здесь высокие тенистые деревья и аккуратные газоны из клевера. И это приманивает оленей семейства, которые спокойно пасутся около трейлеров, не обращая ни на кого внимания. Кстати, есть версия, что дикие животные всегда приходят близко к поселкам людей, потому что рядом с жильем запрещена охота, домашних собак не выпуская за пределы участков, и на улицах они всегда на поводках. Так что получается, лесные звери чувствуют себя в безопасности именно рядом с людьми. Рядом с кемпингом на Большой Поляне местная комьюнити на 2 дня устроила себе праздник и веселье в честь Дня Отца 16 июня. В палатках продавали домашнюю еду и напитки, самодельные декорации для интерьера, всякие милые домашние мелочи и, конечно, много всего для детей. And practice and effort goes into that. You guys did an outstanding job. I cried again when I reached home. I sat your picture all alone. I thought about things that might have been. I found my... На сцене музыканты исполняли кантри-музыку, и любой желающий мог подняться на сцену и танцевать. Было очень зажигательно, тем более, что часть сборов шла в пользу местного пожарного департамента. Музыка неожиданно продолжилась и на следующее утро, потому что в беседке рядом с нами представители местной религиозной общины пели для всех желающих красивые христианские песни. Музыка гармонировала с природой, ее было приятно слушать. По холмам в густых лесах центрального Теннесси проходит множество трейлов для хайкинга. Одна из интересных вещей, которым здесь точно стоит заняться, это пойти на хайкинг по трейлу, который начинается прямо от кемпинга и идет с спусками, подъемами 5,5 миль. Я хочу успеть, пока не наступила жара. Тропа идет в тени деревьев, но несколько раз приходится обходить узкие заливы. При этом набираешь и теряешь высоту, что всегда обидно. Так, здесь нам предлагается 2 варианта трейла. Легкий и трудный. Ну, начнем с трудного, конечно, а там посмотрим. В целом здесь прохладнее, чем в кемпинге, но выходить на тропу все равно лучше рано утром. И не забудьте взять с собой достаточное количество воды, удобную обувь. Ну, хантинг, это хорошо, потому что с другой стороны озера я постоянно слышу выстрелы, там кто-то охотится. Вот как интересно, через 3 мили по этому трейлу я обнаружила такую остановку аварийную. Здесь лавочка, стенд с картой, где понятно, где мы находимся, сколько уже прошли, сколько осталось пройти. Самое интересное, там есть аптечка. О, еще здесь есть, оказывается, освещение. Фонарь от солнечных батарей, который, очевидно, в темноте тоже будет работать. Да, прекрасно, спасибо. Все, что нужно в дороге, если, не дай бог, что-то случилось. Великолепно.
есть места, где наш пешеходный трейл подходит очень близко к велотрейлу, который здесь идет. Поэтому здесь есть табличка, которая предупреждает: ребята, держитесь вашей тропинки, не теряйтесь в лесу и не мешайте велосипедистам. Конечная цель этой прогулки в соседнем кемпинге Overlook Point, откуда открываются замечательные виды. Но потом еще надо обратно идти, поэтому трейл больше подходит не новичкам, а людям со средней подготовкой. Вот что нам не понравилось, так это интернет. Мобильный интернет нас подвел. Он в целом очень плохой в кемпинге. Во многих местах его просто не было. Мы поставили антенну с усилителем сигнала. Это чуть-чуть помогло. Лучший сигнал здесь у Verizon. Можно развернуть и Starlink, деревья не так плотно стоят, но у нас его нет. В отдельных местах есть Wi-Fi кемпинга. Мы в итоге переехали на такой кемпсайт, хоть он был и не в самом живописном месте. Собственно, он был около туалетов и мусорных баков, но зато с Wi-Fi. Кстати, при планировании маршрута не соглашайтесь с навигатором, который проведет вас в последние 5 миль по более короткой дороге 263. Она не для высоких и больших прицепов. Мы сделали ошибку и поехали по ней, хотя на въезде был предупреждающий знак о том, что для высоких грузовиков эти наклоны и повороты дороги могут быть опасны. Мы проехали, к счастью, нормально, но больше по ней не поедем. Ну что, вот и подошло к концу наше путешествие по Defeated Creek Campground. Ну, место действительно уникальное, вы сами видели, и мы, правда, рады были поделиться с вами его красотой и атмосферой. Ну, а вы ставьте лайки, подписывайтесь на канал и делитесь своими впечатлениями в комментариях. Впереди у нас еще много интересных и удивительных мест, так что до новых встреч. Пока! Ну, а мы, пожалуй, пока немножечко на север. Все-таки хочется немножко погоды попрохладнее. Хочется. Счастливо.